Здравствуйте, на связи команда ServerFlow. В этом видео мы продолжим разбирать идею CPU Inference языковых моделей на процессоре. В прошлом видео мы уже рассмотрели основную идею, сравнили сервисы Llama CVP и Ollama, а также проверили опцию GPU-акселерации. Основное преимущество CPU Inference — это то, что можно запускать тяжелые и умные языковые модели за долю стоимости GPU-кластера, которая для них требуется. Мы уже рассмотрели запуск языковых моделей на серверных процессорах. Они доступны в Enterprise сегменте, но при этом есть платформа AMD Ryzen. Она очень популярна среди потребителей в десктопных системах, но кроме этого зачастую используется и в серверах. Например, вот эта вот платформа на AM5 от ASRock. Она позволяет поставить процессоры EPYC 4004, а также позволяет установить процессоры Ryzen последних поколений. Таким образом, можно использовать потребительские процессоры в серверной среде, так как они являются более выгодными, чем вышеупомянутый EPYC 4004. Кроме этого, у последних двух поколений есть поддержка AVX 512, что должно ощутимо ускорить инференс на процессоре. Наша тестовая конфигурация в этом видео состоит из материнской платы Supermicro H13 SAE MF и Ryzen 9 9950X, где в данный момент стоит 4 плашки по 48 ГБ на частоте 5600. Это дает общий объем 192 ГБ, но ограничивает скорость до 3600, так как платформа AM5 имеет только 2 канала памяти. При установке дублирующих каналов система вынуждена снижать частоту. В этом видео мы также рассмотрим запуск на 96 ГБ оперативной памяти, чтобы добиться максимальной производительности. В прошлом видео я показал, что ускорение с помощью видеокарты получает заметный прирост производительности. Идея такая, что модель роутера, которая распределяет задачу между экспертами, запускается на видеокарте и делает это очень быстро. А эксперты также остаются на процессоре, что требует мало видеопамяти и позволяет запускать это на большинстве видеокарт. В прошлом видео мы использовали NVIDIA A100, что является серьезной видеокартой с большим количеством видеопамяти и высокой пропускной способностью. В этом же видео мы решили использовать предыдущее поколение NVIDIA Tesla V100 на 32 ГБ видеопамяти. Мы выбрали ее, потому что пропускная способность видеопамяти на этой видеокарте находится на том же уровне, что RTX 3090. Тем самым бенчмарки, которые мы будем получать, будут на похожем уровне, как и на видеокарте у вас дома в десктопном компьютере. В прошлом ролике мы выяснили, что Llama CPP оптимальнее Ollama в CPU Inference. Кроме того, она более гибкая в плане билда с конкретными флагами, например, тот же самый AVX 512. Поэтому в этом ролике все бенчмарки будут использовать Llama CPP. Первый график показывает разницу в скорости генерации токенов на EPYC 7542 и Ryzen 9 9950X. Самый важный вывод, что Ryzen в среднем всего на 37% медленнее серверного EPYC. Понятно, что разница есть, но она далеко не колоссальная. То есть маленькое количество быстрых ядер десктопного процессора компенсирует большое количество относительно слабых ядер EPYC. Но стабильная скорость генерации чуть-чуть понизилась в сравнении с серверным процессором. По сравнению с EPYC тестирование было намного сложнее из-за бустов частот процессора. Разброс скоростей генерации в тестах был намного больше, чем на EPYC, поэтому приходилось делать 20 тестов и считать медиану от всех значений бенчмарка. Важной темой для проверки в этом видео являлся функционал AVX 512, но ситуация с ним достаточно сложная, так как далеко не всегда заметен прирост в скорости при его использовании. Больше всего прирост на тяжелых квантизациях по типу Q8.0 и Q6K, когда средние квантизации получают только уменьшение скорости. Прирост от GPU-акселерации был разный. На некоторых моделях это было всего лишь пару токенов, а, например, на модели Gemma 3 этот прирост был просто колоссальный. Кроме этого, можно заметить, что скорость Gemma 3 чисто на процессоре очень маленькая для ее размера. И, скорее всего, это потому, что она была оптимизирована конкретно под видеокарту. Во вступлении я уже сказал, что скорость с 4 плашками оперативной памяти будет меньше, чем с 2. Но для эксперимента мы решили запустить наш бенчмарк на обоих конфигурациях и узнать разницу. На 96 ГБ оперативной памяти скорость генерации на 40% больше, чем на 192. У Ryzen есть свои недостатки. Главный из них — это отсутствие масштабируемости. У него не очень много оперативной памяти и достаточно мало PCI-линий. Но несмотря на это, платформа является выгодным вариантом для запуска простых LLM.
Если обычно языковая модель требовала A100 или даже A100 для запуска, то теперь можно запустить ее на процессоре и, понятно, потерять производительность, но для задач, где быстрота ответа не требуется, это будет очень выгодной и доступной альтернативой для запуска. Если у вас есть интересные мысли, а также идеи для будущих роликов, то смело пишите их в комментариях. Мы постараемся реализовать их в будущих роликах. Спасибо за внимание.